Что ж, ребятки, всем привет. Короче, как я в прошлом ролике и обещаю вам с офигенного места. Можете смотреть, что у меня за спиной. И так вы помните из моих роликов город Зумайо. Вот так вот здесь все красиво, офигенно. Я не знаю, как будет со звуком, но здесь офигенно. Спасибо этим людям. Они посмотрели за мои шмотки, пока я купался. Короче, все ништяк. Искупнулся по барабану, то что там 9:40 езды получилось. Я добрался до куда хотел. И 2 километра сходил до пляжа. Ну и сейчас пойду обратно уже, готовить кушать и т.д. и т.п. Ну а дальше, короче, поедем с вами. Короче, сначала мы покушаем, а потом поедем на Францию. Ну, это уже будет завтра. Итак, можете еще посмотреть. Я вам, в принципе... Хотя, что тут вставлять? Все это, как бы, есть у меня на канале. Именно можете написать город Зумайо, там написано. И все там красивенько заснято. Так что идем мыть ножки и погоним в тачку. Короче, не знаю, сейчас, наверное, лучше слышно. На пляже долго не получилось погулять, потому что, чтобы вы понимали, мне, ребят, стоять короткую паузу, 9. И вот во время 9, даже то, что я откатал почти 10 часов езды, там 12 почти общего, все равно, чтобы не сидеть в кабине, вот пошел, погулял. Кстати, здесь, вот из Зумайо, я уже как бы не первый день, тот сам город, ой, не первый раз. Я что на выходных был здесь, что вот сейчас будний день, здесь движуха просто жесть, короче. И наша фирма уже начала сюда ездить, поэтому скоро я, наверное, приеду к нашей банде сюда. Вот когда здесь втроем, вчетвером, можно двигануть, так двигануть. Ну, а нам сейчас вон в ту сторону идти, за этими кораблями стоит моя тачка. Поэтому двигаемся к автомобилю. Ну вот, я уже почти пришел, купил себе багет. Там очень красивая девочка была, продавщица. Вон моя зверюга стоит. Я думаю, видняется уже, вы видите. И реальная тачка, просто пушка-бомба-самолет в Испании. 25 тонн у меня почти, как вы знаете. Ни под одну гору, короче, меньше 55 скорости у меня не было. Поэтому это реально пушка-бомба. Нагибал там и Вольвы, и Скании. Не знаю, может там в Скании, блин, и 30-ка была. Потому что испанские и португальские тачки были. Очень, кстати, много сегодня ехал тачек было, которые, чтобы вы понимали, с лопнутыми колесами стояли. И вот перед Зумайо опять я попал в пробку. Все из-за того, что в тачке опять же лопнуло колесо на спуске. Ну хорошо, хоть не на, ну не переднее вообще, а так. Поэтому чуваку повезло. Но я вот уже подхожу к машине и сейчас, ребятки, буду жарить картоху. Доброе утречко. Ну, для кого-то оно доброе, для кого-то не очень доброе, но для меня, так как я опять не выспался, что вчера, что сегодня. И я подозреваю, почему оно не спалось. Первое, это реально то, что душно было, парило перед дождем, чтобы вы понимали. Ночь я качался, блин, не мог уснуть, потому что душно было. И окошки приоткрыл, все равно не помогало особо. А под утро, по закону подлости, пошел, короче, дождь. Офигеть, просто. И так влом было вставать, вы не представляете себе даже, как влом. Поэтому я планировал 9 отстоял 11. Думаю, да пошло на все нафиг. И все равно все успеваю. До заправки, ребят, у меня километров 17, наверное, осталось. Топливо за ночь прибавилось, уже на 510 хватает. Километров пишет, хотя когда снялся на паркинг, было на 340. По поводу промки. Промка, это, ребятки, реально классная. Классная на чем? Мало того, что океан рядом, плюс ко всему эта промка охраняется. Вот сегодня, ну, мне говорили, но я не встречал. А вот сегодня с утра выезжал, опа, подъехали копы, сделали кружок, подъехали ко мне, спросили, все ли хорошо. Я им сказал да, пожелал им хорошего дня. Они мне взаимностью ответили. Ну и все. Вот мы подъезжаем к заправочке, вот она, Меркадона, в которую опять же я не попадаю, потому что еще слишком рано, Меркадона открывается в 9. И все. Кстати, вторую причину не сказал, забыл, почему я не выспался. Потому что, ребята, как говорится, не хрен хавать после 7 вечера. А я герой, наверное, часов 9 вечера, с жареной картошки, с колбаской. Короче, натоптался, дай дорогу. Ну и все, и вот вам результат. Результат на лицо. Организм всю ночь работал, и плюс жарко было, и я, короче, вообще не выспался, от слова совсем. Поэтому, короче, заправку я вам, наверное, показывать не буду, как я буду заправляться, вы ее все видели. А кто не видел, посмотрите предыдущие ролики. И вот так вот все заставлено, кстати, здесь. Ну, а уже как заправлюсь, скажу, сколько залил, потому что
что бак у меня, ну я уже на лампочке на заправке, чтобы вы понимали. Так что так, короче, подъезжаем, уже метров 500 до заправки осталось. Покидаем мы заправочку, короче, влезло, ребят, 736 дизеля и 50 литров AdBlue. В принципе, заправился без проблем, нравится мне эта заправка, реально нравится. Здесь воды набрать можно, и в туалет, если нужно сходить. Вообще, короче, по кайфу, все рядышком, все близко. И AdBlue, кстати, заливается просто, вот ставил пистолет, и не надо дрочить этот пистолет. Все, короче, ништяк. Поэтому, что, поехали, короче, опять же, следующая остановка, это, наверное, будет на 45 минут во Франции. Так, пропускаем тех щеглов и двигаемся дальше. Все, ребята, я во Франции наконец-то. Почему я такой довольный? Короче, сейчас у меня вместо 25 гигабайт интернета 200 гигабайт. Это не может не радовать. Короче, вот сейчас наконец-то повыходят ролики. Наверное, выкину сразу 3 штуки. Главное найти паркинг, где хорошо ловит интернет. А что еще? А еще, кстати, плюс то, что, блин, я сейчас спать нормально, ребят, буду. То, что не вот этот по ночам просыпаешься потный, вся простынь мокрая, наволока мокрая. То есть сегодня я уже подъеду ближе к Парижу, там уже не так жарко. Ну а завтра я вообще буду хрен знает где же, под Германией, там, короче, недалеко от Германии, от Люкса, но во Франции. Поэтому это не может не радовать. Сейчас нужно заехать на паркинг, открыть страну, Францию, ну и поедем дальше. Пора бы уже встать на 45 минут перекурить. У нас такие вот деревушки. Только что была одна свободная местина, ну типа карман, но на подъеме он шел, то есть мне надо было подниматься. Тяжковато было бы с него выезжать. Поэтому сейчас, короче, ребятки, ищу что-нибудь, чтобы вот на спуске, чтобы было бы ништяк. А то, так, когда без себя выезжал, всю движуху затормозил. Проехал как бы 3:23, но, честно, очень сильно хочу в туалет. Да и первую паузу я делал, 3 часа только проехал. Короче, сегодня решено было 3 и потом, возможно, 4 часа проеду. Ну, по обстоятельствам. Так что так. Колейка не особо за мной большая, кстати. Так что так, двигаемся. Ой, какая-то фигня. Через 2 километра, возможно, стану туда. Блин, ну наконец-то этот, короче, день закончен. Если честно, я уже не знал, как доехать до паркинга. Ну реально, вот, стоит не выспаться и все, короче. Так тяжко работать. Вроде выезжал в 6:30 утра, но все равно. Кстати, по поводу того, что день закончен, это еще говорится не точно. Вот сейчас мы съезжаем на паркинг, и не факт, что он будет свободен. У меня, в принципе, 8:33 я проехал, еще с 10 часом 1,5 часа есть. Ну, я думаю, что-нибудь надыбаю. Так вот, паркинг с заправочкой. Так, что у нас там? Так, это грузовикам типа... А, вот, все правильно, что-то я затупил. Говорю, ребятки, устал. Вроде как места там были. Надо что-нибудь адекватное подобрать, ладно. Чтоб время не тянуть. Хотя ладно, посмотрите вообще, какие паркинги. Мне подсказывают, что душа здесь возможно не будет, а может и будет. Короче, ладно, все равно прогуляюсь. На часах у нас 5:30 вечера. Поэтому так вот так залетаем. Это французы вот делают эти бордюры, камни ложат. Короче, они просто хотят переломать весь транспорт, блин, походу. Так, а вот теперь, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз возьми. Так, что у нас тут? Тут француз зашторенный стоит, в принципе, ништяк. Короче, сюда встанем, я думаю, тревожить никто меня не будет. Ладненько, до завтра. Доброе утро. Уже вот 4 минутки отстоял на молотках. На часах у нас 2:40 утра. Почему вчера проехал 8:30, не поехал дальше? Да потому что меня впереди ждут националочки, поэтому было решено встать в 5:30 и либо 11 часов отстоять и в 4:30 стартануть, ну либо же, как всегда, я поставил будильник на 2 и поставил будильник на 4. Нормально, проснулся в 2, сейчас будем стартовать, зато
дэшечки сейчас проеду по-быстрому. Надеюсь, N77 тоже оперативно проеду. Поэтому еще минутку и стартуем. Вот, ребята, о чем я и говорил. Почему я выехал так рано? Потому что вот на D926 Айго у меня, ну, очень-очень интересно вел. Поэтому Том-Том вел как бы... Айго выше, Том-Том ниже вел. Поэтому была разбежка. Я понимал, что что-то где-то будет не то. И, короче, тут, я поехал по Том-Тому, и он повел под знак, типа, транзит запрещен. Ну, да ладно, в принципе, это как бы, как говорится, мелочи жизни. Сейчас только без 24 утра, поэтому в это время нарваться на копов очень-очень тяжело. Так, поэтому сейчас я проеду этот участочек, як Джек, и все. А там уже, если что, ну нормально. И все. А там, если что, уже если захочу спать, лягу и посплю. Так что так, поэтому двигаемся дальше. Блин, еду, думаю, чего ж, блин, транзит-то запрещен? Думаю, нормальная дорога, ёпта, ага. Хер там плавал, блин, нормальная, короче, нормально. Я сейчас так поблукал по узеньким улочкам, короче, еле выехал. Больше, ребят, сюда не поеду, честное слово, нафиг оно надо. Лучше поехать так. Но зато, кстати, на 45 километров мне уже меньше осталось. То есть, короче, довольно-таки неплохо я срезал, получается. Поэтому, короче, как говорится, хорошо, что все, блин, хорошо, когда все хорошо кончается. Вот и все. Но, блин, короче, стремновато, реально. Были такие моменты, было стремновато. Поэтому не снимал, проходил все впритык. Узенько реально было. Так что пришлось даже под 3,5 тонны поехать. Так что так, ладно, ехаем, надеемся, все дальше будет ништяк. Бля, это жесть. Мои, короче, покатушки по дэшкам уже продолжаются на протяжении 90 километров. Это там, тут такая жопа, ребята, просто писец. Я уже на мост поехал, который 12 тонн знак стоял. А у меня 25 в прицепе, да плюс своих 15, того 40. Вообще пушка-бомба, самолет. Я не знаю, чем думают диспетчера в такие моменты. Я понимаю то, что да, типа, сэкономили, блин, на дорогах. Ну, блин, понимаю, ладно, водителя вы не жалеете. Водителя это так, короче, роботы. Ну, блин, топливо, это первое. Второе, колодки, тормозные диски. Потому что, лежачий на лежачем. Где-то идет спуск, только подъем, перед подъемом поворот, оттормаживаешься, блин, ну жесть, просто жесть, все узенько. Я не представляю, если бы я поехал по этой дороге днем, я бы, ребята, честное слово, я бы охренел бы, просто охренел. Потому что, блин, да потому что, короче, я не снимал этого ничего, тут просто такая жопа, я больше этой дорогой хрен поеду. Короче, не знаю, сколько мне еще осталось, я даже не смотрю в навигации, сколько чего. Короче, ну, я надеюсь, что немного. Короче, веселая ночка, короче, у меня. Я боялся, что спать буду хотеть, да, уснешь тут аж 15 раз. Ну что ж, короче, как говорится, дело ближе к ночи. Ребят, за 3:24 я проехал 202 километра. Из них 70 километров это было по А20. Итого, выходит, у меня националки, это первый раз за всю мою карьеру, чтобы 132 километра я дэшками ехал. И это еще не конец. Как можете заметить, я, ребят, еще стою на дэшке. Вот оно, вот все так вот выглядит. И до выезда вроде на N77 мне еще почти 10 километров, 9,5. Я уже успел, как вы понимаете, 45 минут поспать. В данный момент поставил себе кофейку, короче, сейчас водичка закипит. И поеду дальше. Короче, устал, жесть. Вообще, ночка, короче, веселая была. Сейчас выеду, расскажу про эту дорогу. Блин, что-то колотит, короче. Холодноватенько с утра на улице. Ну, теперь давайте обсудим немножко эту чудо-дорогу, по которой я еще до сих пор еду. Вот что мы выиграли с этого? Выиграли мы, ребята, деньги с платной дороги. Но платок там не особо такие много было, чтобы вы понимали. То есть там, наверное, километров, 40 я проехал по платной дороге.
Зато это вот один только плюс был. Погнали минусы. Расход топлива. Когда я выезжал на эту дэшку, у меня был 29,8. В данный момент у меня 31,7. То есть почти 2 литра. Следующее. Колодки тормозные, диски тормозные. Потому что, вот как вы можете заметить, светофор на светофоре, кольцо на кольце, спуск, подъем. На подъем нормально я заехать не могу, потому что когда со спуска идешь, по закону подлости, по-любому, именно вот перед подъемом будут повороты. Приходилось оттормаживаться. Жесть. Плюс леса, поля. Это, кстати, я еще ехал с тем расчетом, то что я поначалу вроде 70 ехал, потом думаю, думаю, так каши не сваришь. Я уже где можно было, где дорога позволяла, я, ребят, лупил 90. Вот и все. Следующее. Опять же, время потерянное. То есть со скоростью 90 за 3,24 езды я проехал бы почти 300 километров по нормальной дороге. Так я проехал 202. То есть опять же 90, на 88 км меньше проехал. На 98 меньше. Поэтому люди, кстати, на работу идут, кто на работу, кто в школу походу. Ну, не знаю, это школьница или хрен их поймешь, короче. И все, поэтому я вообще вот этого, то, что про себя, так я молчу. То, что нервы мне потрепали, так это, знаете, здесь к водителям как к роботам относятся. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, короче, будем выезжать. Я так никогда не мечтал выехать на М-ку, как в данный момент. Я молчу там про платки, про какие-то, хотя бы на М-ку выехать тоже будет попроще. Поэтому двигаемся дальше на выходные. До выходных осталось, ребят, 370 километров. Так, ну что ж, значит, ребят, видите вот эту циферку 10? Циферка 10 обозначает километраж, который мне остался до выходных. Поэтому сейчас мы объедем эту Литву задроченную, извиняйте за выражение. И все, и будем становиться на выходные. Паркинг этот я себе присмотрел еще вчера. Мне от него останется 40 километров до выгрузки. Выгрузка у меня в понедельник в 8 утра, поэтому буду выезжать, наверное, даже заранее, в 7. Короче, жесть, не выспался, что, как слышите, язык заплетается. И все, а сейчас у нас, кстати, 1:17, поэтому я давненько так не становился на выходные, чтобы в пятницу, даже до 5 вечера, редкость. Поэтому все, короче, супер офигенно. Особо ничего по дороге, ребят, не снимал, потому что сонный, язык заплетается, короче. Реально хочу спать, не могу. Поэтому думаю, ну его нафиг. Пустой, 80, жесть, у меня 25 тонн. Поэтому я не знаю, что я там вставлю с этой националки. Короче, может ничего не вставлю, может видосики какие. Короче, одно могу сказать, что я задолбался, там просто задолбался. Но эта националочка сыграла немножко свою роль. А какую она роль сыграла? Да такую. То, что я там затянулся, и поэтому я сейчас стану на паркинг. Тут мне 8 километров сейчас. Короче, где-то 8:40, 8:45 у меня получится езды. А если бы я шел платками, скорее всего, меня просили бы попробовать выгрузиться сегодня. Чего я очень даже не хочу. Сейчас приеду на паркинг, а что я там сделаю, я вам покажу. И паркинг покажу.